Анна Щербакова выиграла свой первый взрослый этап Гран-при, исполнив в произвольной программе 2 четверных лутца. Но главное впечатление на зрителей произвели не ультрасложные прыжки, а платье-трансформер. Эксперты из мира театра и моды оценили изобретение Тутберидзе и ее команды. Балет «Жар-птица» был написан Стравинским по заказу Дягилева по мотивам русских народных сказок. В оригинале сказочная птица становится одновременно и благословением, и проклятием для любого, кто завладеет ей. Но в итоге ослепляет и завораживает своим танцем Кощея и его свиту и спасает Ивана-Царевича, а вместе с ним и целое царство. За сценографию отвечал Лев Бакст. Именно его костюмы во многом определили впечатление от постановки, так как все сюжетные ходы балета были построены вокруг Жар-птицы. Ее образ Бакст продумывал особенно тщательно и впоследствии еще не раз к нему возвращался. Сложный, напряженный силуэт, горящие желтые, оранжевые и красные цвета ее костюма сильно выделялись на фоне других персонажей, подчеркивая при этом экзотическую пластику танца и создавая ощущение полета. Она появлялась на сцене как настоящее пламя, освещая сад зачарованного царства, написанный в глубоких синих тонах. Образ Щербаковой тоже построен на контрастах. Синее платье из полупрозрачной органзы с массивной аппликацией в области бедер превращается в алый наряд Жар-птицы ровно в тот момент, когда музыка Стравинского окончательно захватывает зрителя. В произвольной программе я показываю перевоплощение, рассказывает Щербакова. Сейчас менять платье не так сложно. Но я много работала над этим на тренировках, и поначалу было трудно. Смена платья – это идея моего тренера. Я рада, что всем нравится. Мне самой нравится, что когда я меняю платье, зрители кричат «Вау!». На первый взгляд технология довольно проста, но это впечатление обманчиво. Во-первых, Аня переодевается, продолжая исполнять элемент. Во-вторых, может потратить на свое преображение чуть больше 2 секунд. Программа сама по себе получилась очень насыщенной и составлена таким образом, что любая заминка для нее губительна. Фактически на Щербаковой 2 платья, соединенные друг с другом. Юбка красного прячется в лиф синего. При таком раскладе верх первого платья получается достаточно тяжелым. Чтобы уравновесить детали и не нарушать центр тяжести, дизайнер использует нашивки на юбке. Еще одно неоднозначное стилистически, но технологически необходимое решение – вырез, напоминающий американскую пройму. Именно на нем было удобнее всего разместить застежку, которая в назначенный момент освобождает наряд Жар-птицы без лишних движений фигуристки. У Щербаковой не просто платье-трансформер, это платье трюковое, настоящий аттракцион, заложенный в костюм, остроумно и эффектно. И главное, Аня справляется с этим довольно ловко. Изначально даже не подозреваешь, что костюм может получить такую трансформацию. Такое преображение очень идет этой музыке, а сам костюм Ани и в холодном виде, когда он синий, и уже после трансформации, когда он становится алым, будто расшитым языками пламени. Стравинский писал Жар-птицу, а Бакст и Головин создавали костюм для Дягилева, для его русских сезонов. Видно, что дизайнер постарался сохранить и народные мотивы, которые были заложены в оригинале. Символично, что русская танцовщица, в данном случае имеется в виду Щербакова, почти через 100 лет напоминает о традициях русского балета. Очень хорошая рифма. Из недостатков немножко мешает синий цвет, который выглядывает из-под красной юбки во второй части программы. Но он притягивает внимание на какие-то секунды, которые не портят общее впечатление. Промах посерьезнее – аппликации на синем платье. От них хочется либо избавиться совсем, либо приподнять их выше и уменьшить в размере. Когда смотришь на них сейчас, начинаешь думать, что это такое. Появляются какие-то новые, совсем необязательные мысли, которые отвлекают от танца. Рассказал Павел Коплевич, художник и продюсер театра и кино. Также своим мнением поделился Владимир Мандриков, дизайнер. Отличный образец того, как в группе Тутберидзе умеют работать с образами, создавать тренды и уводить совсем юных девочек на взрослый уровень, сглаживая некоторые особенности их физиологии. Сейчас это особенно актуально. Смотрю фигурное катание больше 30 лет и никогда не слышал таких острых споров и высказываний. Не все готовы принять, что женское катание так серьезно омолодилось.
Больше других достается как раз фигуристкам Тутберидзе. Оригинальный образ – один из лучших способов переключить хотя бы часть внимания. Практически у каждой дебютантки Этери была своя фишка с костюмом. Просто навскидку: красное платье Лепницкой, пачка Загитовой с пайетками, которые одним движением руки превращались из белых в черные. Тоже своего рода трансформация, только менее сложная, чем у Щербаковой. Платье очень хорошо спозиционировано в программе. Это заметно по реакции зрителей и со временем может сыграть очень важную роль. Оценивая компоненты, судьи учитывают такой показатель, как представление. У Ани есть отличный шанс заработать несколько дополнительных баллов. Российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд по набранным очкам за один элемент в произвольной программе на этапе Гран-при Скейт Америка. 15-летняя Щербакова смогла набрать за свое выступление оценку в 18,66 балла. В программу Анны входили каскад из четверного лутса и тройного тулупа. Это самая высокая оценка за один элемент в истории женского фигурного катания, сообщает Skating Scores. Предыдущий рекорд принадлежал другой российской фигуристке. Александра Трусова смогла набрать 16,41 балла за четверной тулуп, тройной лутс. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о российских участницах этапа Гран-при в Канаде Евгении Медведевой и Александре Трусовой, а также объяснила, почему у Алины Загитовой все хорошо и без четверных прыжков. Гран-при Скейт Канада пройдет в Келоуне 25 по 26 октября. В женском одиночном катании помимо Медведевой и Трусовой на высокие места будут претендовать японка Рика Кихира и кореянка NU. После 4 четверных прыжков, исполненных Трусовой в Японии, возникает вопрос, а существует ли для нее предел? Предела нет. Саша хочет прыгать сама и не боится этого. А если человек хочет, значит он может. Отмечу, что Трусова в этом году прибавила в скольжении и выразительности, что для нее важно. Плюс спортсмен помимо владения элементов должен дисциплинированно катать свои программы, ничего не выкидывать, додерживать вращение, не пренебрегать мелочами на дорожках. Саша катается именно так. Считаю, что она способна выучить все четверные прыжки. Вопрос только в том, насколько быстро их нужно будет осваивать и вставлять в программы. Пока того, что есть, достаточно. А получится ли удержать это все после взросления? У всех граница разная. Та же Анечка Щербакова выглядит сейчас как былиночка, хотя видно, что подросла. Важно ведь успеть наработать по максимуму до этого момента, так как помимо мозговой памяти есть еще и мышечная, которой можно помочь. Все, что делается ею сейчас, это в плюс. Ее организм уже будет настроен на сложные прыжки. Думаю, что с большой долей вероятности Трусова удержит свои четверные. Как вам Медведева в этом году? Неудачный прокат в Шанхае может на ней негативно отразиться. Думаю, что когда она принимала решение уехать в Канаду, то понимала, что легко не будет, и удар по ее репутации может быть нанесен, но не ожидала, что такой. Пока получается уже не до конца, но нельзя видеть один негатив. Ее катание стало более женственным. Раньше Женя была худенькой девочкой, напор которой покрывал все и давал катанию нерв. Сейчас Медведева более женственная и мягкая. Видно, что работали над скольжением и дугами. Это ведь взаимосвязанная работа. Начал что-то делать со скольжением, отразиться на прыжках и заходах на них. Женя всегда была и остается бойцом, но ей все равно нужна наработанная база. В Шанхае мне она в короткой программе понравилась больше, чем на контрольных прокатах и в Оквиле. Видно, что она движется вперед. Не получилось произвольно, еще накатает. Нужно пожелать ей удачи. Медведева опытная спортсменка, ее любит зритель, уважает судьи. Женька нам себя еще покажет. Периодически болельщики задаются вопросом, зачем ей работать над скольжением, если раньше она и так получала рекордные баллы. Дело не в этом. Тренерские подходы отличаются. Когда ребенок маленький и у него меньше масса, можно позволить больше заходов на прыжки. Орстер сейчас просто направил ее в другое русло. Увидел, где можно развиваться. Нельзя сказать, что стало хуже, просто по-другому. Правда, пока то, что приобретено, проигрывает тому, что было. Та же стабильность ушла, пошли срывы. С чем это связано? Возможно, тренировки стали менее интенсивными. Она стала взрослее и просто не может себе позволить тренироваться так же, как раньше. Что скажете про ее четверной прыжок со страховкой? Не смешите меня, осталось только мне прыгнуть прыжок на удочке и выложить это. Найти бы только человека, который сможет меня повыше поднять. Но думаю, что сейчас Медведевой не до четверных прыжков. Если говорить об элементах, то заметила, что она в вращениях стала менее эффектна. Пропали некоторые интересные позиции. Возможно, что как и у многих девочек из-за боли в спине. Плюс скорость катания снизилась, но она все равно держит марку. Ей есть где добавить в прыжках.
Она сейчас стала пробовать каскад с ридбрикером, но раньше ведь был стабильный каскад с тулупом, который можно было делать хорошо, с поднятой рукой и получать те же баллы. А этот новый элемент только добавляет ей стресса. Стоит ли Овчинка выделки? Ее тренерам видней. И ребра на Луце исправить реально, но на это нужно время, которого в межсезонье может и не быть из-за того, что участие в шоу. На тренировке может даже быть все хорошо, но на соревнованиях все равно на автомате вылезает заученное с ошибкой. Загитова в этом сезоне поражает прекрасной формой, хотя выступает редко. Респект и Терри Тутберидзе, который однозначно не дает ей поблажек и объясняет, почему нужен именно такой подход. Она выглядит профессионально, у Загитовой есть опыт разных стартов и побед, но ей сложнее, нужно себя преподносить. Это и контроль за весом, и вопрос личного времени. Зовут ведь на шоу, те же съемки. И нужно везде быть, плюс держать себя, контролировать свои эмоции. Алина просто умница и красавица, ей достаточно элементов, которые у нее есть. У Загитовой красивые программы и интересные образы, за которые точно будут высокие оценки за компоненты. Удачи ей и здоровья. Но хватит ли этого для попадания в сборную? Когда она исполняет программы чисто и на сильном энергетическом уровне, да. Алина выходит, и видно, что она сильная и классная. Это берет, и ничего не надо. Судьи это оценят. Ульт России, чтобы что-то кому доказывать, она уже всем все доказала и стала олимпийской чемпионкой. Что касается четверных, почему вы считаете, что она их не пробует? Не думаю, что Загитова просто ходит и смотрит, как девочки приземляют четверные прыжки. Она работает.